Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу предложить вам связать ажурный узор, которым связан низ этой кофточки. Узор нежный, красивый, смотрится эффектно, но очень простой в своем исполнении. Вяжется быстро, легко и просто. С таким узором справится любой начинающий любитель вязания. Перед вами схема узора. На схеме обозначены только нечетные ряды. Это видно по нумерации 1, 3, 5, 7, 9, 11. Это лицевые ряды. И они всегда вяжутся справа налево и при поворотном вязании, и при круговом вязании по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Четные ряды не указаны на схеме. При поворотном вязании это изнаночные ряды, и вяжутся они по рисунку слева направо, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 12 рядов. Провязав последний 11 ряд справа налево по схеме, мы возвращаемся по изнаночной стороне, слева направо по рисунку. Это будет 12 изнаночный ряд. И далее начинаем повторять узор вверх по вязанию с 1 по 12 ряд. Столько раз, сколько вам нужно. С 1 по 12, с 1 по 12 и так далее. Вверх по вязанию. Раппорт узора в ряду состоит из 14 петель. Это петли, которые находятся между этими двумя красными черточками. Это раппорт узора. Также на схеме указана еще петля для симметрии. То есть в конце ряда у нас только один раз в конце ряда будет провязываться петля для симметрии. Одна. Это нужно для того, чтобы узор был одинаков, симметричен в своем начале, где у него лицевые петли в начале узора. Также должен заканчиваться он лицевыми петлями в конце, чтобы выглядеть симметрично и гармонично. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для поворотного вязания, ваше число петель должно делиться на число петель раппорта, то есть на 14. Плюс вы добавляете еще одну петлю для симметрии и плюс добавляете 2 кромочные петли. На схеме это плюсики. Этот узор можно вязать и по кругу. При вязании по кругу нечетные ряды вяжутся справа налево по схеме, по условным обозначениям. Это лицевые ряды. Четные ряды также являются лицевыми и также вяжутся справа налево, но по рисунку. То есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Для того, чтобы набрать нужное количество петель при вязании по кругу, ваше число петель должно делиться на число петель раппорта, то есть на 14. На 14. Петлю симметрии и кромочные петли набирать при круговом вязании не нужно, но нужно набрать еще дополнительно одну петлю для замыкания петель в круг. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. Какие условные обозначения видим на схеме? Плюсики – это кромочные петли, пустые клеточки – это лицевые петли, вот такие скобки – это накиды. Вот такая галочка и цифра 3 внутри галочки. Это 3 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Стрелка, показывающая вверх, это 3 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Самым обычным классическим способом набора на спицы я набрала 31 петлю. Это 2 раппорта узора по 14 петель, 28 петель, плюс 1 петля для симметрии узора 29 петель и плюс 2 кромочные петли
31 петля. И провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы, где у меня красивая косичка наборного ряда. Если я вяжу бабушкиным способом вязания, если вы вяжете классическим способом вязания, также провяжите базовый ряд всеми или лицевыми, или изнаночными классическими петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Первую кромочную петлю я снимаю, а последнюю кромочную провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Первый лицевой ряд. Вяжем справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее 4 лицевые петли провязываем. 4 лицевые петли. Накид. Делаем накид от себя на спицу. 3 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Вот эта цифра 3 с такой скобочкой. Мы должны провязать вот эти 3 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я сначала должна их развернуть, а потом провязать вместе. Для этого я по очереди на правую спицу переснимаю каждую петлю, подхватывая каждую петлю сзади работы за заднюю стенку. Вот так, слева направо. И переснимаю на правую спицу. Сзади работы правой спицей подхватываю петлю за заднюю стенку. Слева, можно немножко вот так расширить петлю. Слева направо. И переснимаю на правую спицу. Сзади работы подхватываю петлю, немножко вот так расширяю. Слева направо. Вот так. И переснимаю на правую спицу. Теперь эти 3 петли возвращаю на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Сначала я немного их расширю правой спицей, введу правую спицу внутрь этих петель и вот так вот расширю. Если вы вяжете слабо, то вам расширять эти петли не придется. И теперь провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки. С наклоном вправо. Вот такая косичка с наклоном вправо у нас получится. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы, не разворачивая петли, сразу провяжите их 3 вместе одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид, накид, лицевая петля, накид. 3 петли вместе с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я эти 3 петли сразу провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Для этого ввожу правую спицу внутрь всех этих петель, сразу всех петель вовнутрь, подхватываю рабочую нить и за задние стенки провязываю их вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Вот такая косичка с наклоном влево получается. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала разверните, как я показывала, разворачивают петли, а затем тоже провяжите
вместе одной лицевой петлей за задние стенки, как я сейчас провязывала. Далее идет накид. Делаем накид. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Мы провязали раппорт узора до красной черты. От красной черты до красной провязали раппорт узора. Раппорты узора мы будем разделять между собой маркерами. Вешаем маркер, чтобы не запутаться. Провязываем следующий раппорт. 4 лицевые петли. Провязываем 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая петля. Далее идет накид. 3 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я эти 3 петли должна сначала развернуть. Для этого я их переснимаю на правую спицу по очереди, подхватывая их сзади работы правой спицей за заднюю стенку слева направо. Правой спицей подхватываю петлю за заднюю стенку слева направо. Я пересняла 3 петли на правую спицу. Этим я их развернула. И теперь возвращаю их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. А теперь провязываю 3 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки. Сначала я вот так вот расширю немножечко их, введу в них правую спицу, расширю. А теперь провязываю 3 петли вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки. Ввожу вот так правую спицу слева направо за передние стенки сразу всех этих 3 петель. Подхватываю рабочую нить и провязываю их 3 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Вот такая косичка получается с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы, не разворачивая петли, сразу провязываете их 3 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки, как я сейчас показала. Далее накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. 3 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. И эти 3 петли вместе сразу провязываю за задние стенки 1 лицевой петлей. Ввожу правую спицу внутрь сразу всех этих 3 петель. Захватываю рабочую нить и провязываю их вместе лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Вот такая косичка с наклоном влево получается. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала разверните эти петли, как разворачивать петли я показывала уже, а затем точно так же провяжите их вместе 1 лицевой петлей, сразу все 3 петли за задние стенки с наклоном влево. Далее накид, 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля. Мы провязали 2 раппорт узора. Вешаем маркер. После следующего раппорта вешаем маркер. И далее вы провязываете следующий раппорт, если у вас несколько раппортов. Опять 4 лицевые, накид, 3 вместе, накид. И так до красной черты. От черты до черты провязываете столько раппортов, сколько вы набрали. И после каждого последующего раппорта вешаете маркер. После последнего раппорта также вешаете маркер. И 1 раз в конце ряда провязываете вот после красной черты вот эту лицевую петлю. Она вяжется только 1 раз после всех ваших раппортов в конце ряда перед кромочной петлей. Вот она. Затем провязываем кромочную петлю. Это у меня изнаночная бабушкина. Вы провязываете так кромочные, как вы привыкли.
Разворачиваем работу на изнаночную сторону, провязываем изнаночный ряд. Вяжем слева направо по рисунку, как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас здесь была лицевая петля. В лицевом ряду это была у нас лицевая петля симметрии. Здесь она выглядит как изнаночная петля, вот с таким бугорком. Провязываем так, как она выглядит, то есть по рисунку. Провязываем изнаночную, переснимаем маркер, отделяющий петлю симметрии, и далее вяжем по рисунку первого ряда петли. Можно смотреть на первый ряд, а можно не смотреть. Вот здесь у нас были 3 лицевые петли в лицевом ряду. Здесь в изнаночном они смотрятся как 3 изнаночные петли. Вот 3 петли с бугорками. Провязываем 3 изнаночные петли. То есть видим изнаночную, вяжем изнаночную по рисунку. Это значит по рисунку. Далее был накид. Накиды в изнаночных рядах провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее у нас были 3 петли вместе лицевой. Вот такой большой бугорок здесь. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим здесь изнаночную. И вяжем изнаночную. Далее опять у нас был накид в лицевом ряду. Вяжем по рисунку лицевого ряда. Провязываем накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Была лицевая петля. Здесь у нас смотрится в изнаночном ряду как изнаночная. Провязываем ту петлю, какую видим. Вяжем изнаночную петлю. Далее опять у нас был накид в лицевом ряду. Провязываем накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее опять у нас были 3 лицевые петли вместе. Вот такой большой здесь бугорок. Вяжем ту петлю, какую видим. Вяжем изнаночную петлю. Далее опять был накид. Провязываем его изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее у нас были 4 лицевые петли. Вот они здесь смотрятся как 4 изнаночные. Вяжем по рисунку, то есть видим изнаночную, вяжем изнаночную петлю. Провязываем 4 изнаночные петли. Маркер переснимаем. Можно себя контролировать, смотреть на первый ряд для начала, а потом уже можно и не контролировать, а можно сразу провязывать ту петлю, какую мы видим. У нас начался опять раппорт узора. 3 лицевые петли были. Здесь у нас 3 изнаночные в изнаночном ряду. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную. Вяжем изнаночную петлю. Накид был в лицевом ряду. Провязываем накид изнаночной петлей. 3 петли вместе были. Здесь мы видим изнаночную петлю в изнаночном ряду. Провязываем ту петлю, какую видим. Провязываем изнаночную. Накид изнаночной петлей провязываем. Далее у нас опять изнаночная идет петля между накидами. Это была лицевая петля. 3 вместе лицевой. А здесь эта петля выглядит как изнаночная. Провязываем ее. Изнаночный накид. Провязываем изнаночный в изнаночном ряду. Далее опять петля изнаночная. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накид изнаночная. Далее опять видим изнаночную, вот бугорок. Вяжем изнаночную. То есть можно уже не смотреть на схему. И вот у нас здесь также идут изнаночные петли, провязываем их. Те петли, какие видим. То есть по рисунку изнаночный ряд вяжем.
кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вяжем третий лицевой ряд. Я уже дальше не буду с вами провязывать схему, потому что я уже показала попетельно, как вязать по этой схеме, по этим условным обозначениям. То есть кромочную петлю снимаете, дальше смотрите, какие идут петли. Видите, 3 лицевые петли. Вяжете 3 лицевые. Кромочную сняли, вяжете 3 лицевые. Дальше смотрите накид, делаете накид. Далее 3 петли вместе с наклоном вправо. Я вот здесь показала, как вяжется 3 петли вместе с наклоном вправо. Вот так смотрите каждое обозначение и провязываете. Вы легко и просто это провяжете, уже без моих объяснений. Это уже будет легче вам провязать самим по схеме быстренько. Вот так вот. Смотрите на каждое обозначение и провязываете. Разворачиваете работу на изнаночную сторону, вяжете по рисунку изнаночный ряд. В изнаночном ряду можете вообще на схему не смотреть, а только на петли. То есть вяжете ту петлю, какую видите. Видите изнаночную, вот бугорок, вяжете изнаночную. Видите накид, провязываете его тоже изнаночной петлей. И так вяжете вверх по вязанию все 12 рядов для образца. Надеюсь, вам узор понравился. Объяснение понятное было. Если вам узор понравился, если понравился мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарии. Я буду очень рада. Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием.